Глава 197. Безликий бай, которому принц отвесил пинок, в полете перекувыркнулся и приземлился на ноги, заорав на селяня: «Ты обезумел!» Он был в ярости. За все время селянь впервые видел, чтобы демон поддавался столь сильным эмоциям, что его несказанно обрадовало. Схватив черный меч с земли, принц бросился в атаку. Я не обезумел, просто я вернулся, только что пинок достиг цели, поскольку противник не ожидал от принца ничего подобного. Однако далее битва не обещала быть такой же легкой. Молнией ускользая от выпадов, безликий бай прошипел: «Ты позабыл? Как твои родители покинули тебя, как твой народ поступил с тобой, как твои последователи тебя предали? Из-за одного человека, какого-то ничтожного прохожего. Ты позабыл обо всем, что с тобой случилось?» «Я не забыл», — ответил селянь. Но взмах меча и полный гнева крик: «Это не твое собачье дело!» Безликий бай схватил клинок так крепко, что захрустели суставы пальцев, с которых закапала кровь. Теряя над собой контроль, демон, не в силах поверить в собственные слова, пробормотал: «Дрянь, бесполезная дрянь. Ты самый настоящий мусор. Ты зашел так далеко, но все еще смог передумать, смог вернуться назад». Селянь с силой надавил на рукоять и сквозь зубы проревел: «Ты мне безмерно отвратителен, поэтому я ни за что не желаю становиться такой же отвратительной тварью». Кажется, безликий бай немного успокоился. В его голосе вновь послышался тон, словно он держал абсолютно все под своим контролем. «Ладно, все это лишь отчаянное сопротивление перед неминуемым концом, не более. Помнишь, что я тебе говорил?» Селянь резко вдохнул, когда демон отчеканил: «Ты уже призвал души погибших. Теперь поздно». Их мощь неудержима. Посреди проливного дождя черный меч в руке селяня издавал пронзительный рев, от которого резало уши и сознание. «Как ты намерен поступить?» — продолжал безликий бай. «Стоит ли оно того? Подвергнуться вечному проклятию ради всех этих людей?» С того самого пинка кровь селяня будто закипала во всем теле, а голову охватывал жар. Каждый выпад и каждое слово шли от сердца, однако он вовсе не думал, что будет делать дальше. Услышав вопрос, принц не представлял, как на него ответить, только закричал: «Ты не узнаешь, как я намерен поступить. Потому что к тому времени я уже разделаюсь с тобой». Безликий бай надменно хмыкнул: «Ты слишком много о себе возомнил». В следующий миг селяня подкинула и отбросила далеко прочь. Принц тут же успокоил чувства и разум, чтобы обрести равновесие, однако не успел. Над ним возникла белая фигура, вновь нанесшая мощный удар. Селянь словно обернулся железным шаром, который тяжело сбросили вниз. С грохотом он проделал глубокую вмятину в земле собственным телом. И если ранее в душе селяня еще теплилась надежда, что, собрав все силы, я могу победить, этот удар заставил его окончательно прозреть. Не победить для него демон слишком силен, подавляюще силен, и еще ни один противник, с которым сталкивался селянь, не порождал у него мыслей о подавляющей силе, разве что в нескольких боях с Цзюнь-У проскальзывало это чувство, но лишь на миг. Цзюнь-У, несомненно, очень силен, однако сила его сдержанная, контролируемая, в этом он полностью противоположен безликому баю. Безудержная сила демона сочеталась с коварной яростью и полным ненависти намерением убить. Поэтому селяню хватило одного удара, чтобы понять, ему ни за что не одолеть безликого бая. Возможно, только Цзюнь-У мог бы стать демону равным противником. Но только сейчас голос принца не сможет достичь владыки. Демон с силой упер белый сапог селяню в грудь и со злостью проговорил: «Только твоя безрассудность и неумение оценить собственные силы еще в самом начале привели к такому исходу». Селяню показалось, что все внутренности сжались в комок, давящую боль было трудно выносить, однако он все же сдержал кровь, готовую выплеснуться горлом. «Нет, это не я», а селянь крепко схватился за сапог, придавивший его к земле, и со сверкающими глазами и взглядом, как никогда ясным, ответил: «Это ты наслал по ветре ликов. Ты во всем виноват». После недолгого молчания безликий бай хмыкнул: «Возможно. Если тебе непременно хочется так думать», затем с улыбкой добавил: «Но тебе стоит понять, что не будь ты столь самоуверенным, не пойди ты против воли небес,
я бы не появился на этом свете. Мое рождение — это веление судьбы. Пламя в глазах селяня не только не погасло от дождя, но даже разгорелось еще сильнее. Поменьше бы мнил о себе. Мне не нужны твои наставления, я сам научусь всему. И если ты — олицетворение веления судьбы, то такое веление следует стереть навсегда. Над ними послышались глухие раскаты грома, поднялся сильный ветер. Голос демона вновь сделался низким и мрачным. Я с такой заботой тебя наставлял, но ты упрямо не желаешь слушать. Наследный принц, я теряю терпение. Селянь закашлялся, а демон продолжал. Впрочем, разницы нет. Все равно ты уже пробудил их, недостает лишь последнего шага. И в этом я, так уж и быть, помогу тебе. Что ты задумал? Насторожился селянь. Безликий Бай склонился, схватил принца за руку, силой впихнул ему в ладонь рукоять черного меча, сжал пальцы и направил острие в небо. С небес сверзилась белоснежная молния, которая проникла в сердце клинка, а затем вырвалась вновь на свободу. Сгустившиеся тучи начали закипать, небо над Юнанью превратилось в море черных облаков, в которых то и дело мелькали лица, руки, ноги. Словно туда переместился ад. В тот же миг зашло солнце. Селянь лежал на земле, и в его глазах отражались бурлящие тучи и грохочущие молнии. Безликий Бай оставил принца так, со звоном бросив меч на землю. С неба будто бы послышались крики многотысячной армии, готовой уничтожить весь мир. На улице высыпали перепуганные жители. Прячась под зонтами, они удивленно спрашивали друг друга, в чем дело. Что за шум, мамочки? Что это такое на небе? Человеческие лица. Это недобрый знак. Поднебесная погрузится в хаос. Селянь, весь в грязи, с трудом поднялся на ноги и закричал: «Назад! Вернитесь в свои дома! И не выходите! Бегите домой, вот-вот нахлынет новая волна поветрия ликов». Покуда селянь изо всех сил размахивал руками, Безликий Бай наблюдал со стороны и посмеивался. Резко обернувшись, принц гневно воззрился на него. Демон, спрятав руки в рукава, преспокойно произнес: «К чему так гневаться? Все равно пути назад нет. Может, лучше как следует насладишься местью. Любуйся, это ведь твоя прекрасная работа». «Ты», — выплюнул селянь. «Думаешь, я не смогу ничего придумать, и если сможешь, прошу». Селянь сделал глубокий вдох, поднял с земли черный меч и направился к толпе людей. Те, узнав принца прежней династии, который 2 дня лежал на дороге, не похожий ни на демона, ни на бога, ни на человека, осторожно попятились, но селянь прикрикнул: «Всем стоять!» По какой-то причине, несмотря на перемазанную грязью одежду, он обладал сейчас такой поразительной силой влияния, что люди в самом деле застыли. «Видите эти тучи на небе?» — спросил селянь. Люди растерянно покивали, и он продолжил: «Это озлобленные духи, что послужили причиной поветрия ликов. Вскоре разразится новая волна поветрия». Черные тучи выглядели столь ужасающе, что уговоры не потребовались, люди сразу же поверили в сказанное и в испуге заголосили: «По поветрии ликов». Но почему снова, неужели правда? Кто-то застыл на месте в растерянности, кто-то немедля бросился бежать, но подавляющее большинство беспокойно смотрело на принца, ожидая, что он еще скажет. Но селянь больше ничего не объяснил, только взялся за меч и протянул толпе. Увидев блестящий холодом клинок, люди от страха отшатнулись на несколько чи, но селянь закричал на них: «Возьмите что?» С опаской переспросила толпа. Посреди дождя селянь держал меч и мрачно говорил: «Если вы пронзите меня этим мечом, то не заразитесь поветрием ликов». И тут смех Безликого Бая прервался. Спустя мгновение послышался его все еще довольно спокойный вопрос: «Принц, ты сошел с ума?» Люди тоже были озадачены. Что? Что это значит? Он обезумел взять меч и проткнуть его? Серьезно? Что он задумал? Толпа зашелестела испуганным шепотом, а демон разразился громким хохотом и заговорил: «Ты растерял остатки разума или тебе не хватило ощущений от сотни ударов мечом?» «Нет, в этот раз, боюсь, их будет несколько тысяч.
раскрой свои глаза и посмотри на небо, внимательно посмотри». Он вдруг перестал смеяться и указал наверх. Озлобленные духи накрыли всю Юнань. Иными словами, если хочешь помочь простым людям, попавшим в беду, тебе придется стерпеть удар меча от каждого жителя Юнани, да ты же за день превратишься в кровавую кашу. По глупости это может сравниться лишь с твоими мольбами о дожде для этих земель. Думаешь, сможешь спасти всех, селянь, стоя к нему спиной? Ответил: если дня не хватит, я потрачу на это месяц. Не хватит месяца, потрачу 3. Не смогу спасти 10 тысяч, так спасу хотя бы 1000. 1000 не выйдет, так получится спасти 100, десяток, пускай даже одного. Почему ты это делаешь? В гневе взревел безликий Бай. Селянь обеими руками схватил рукоять меча и громко закричал в ответ: без причины. Потому что мне хочется, но даже если я объясню тебе, он чуть обернулся и презрительно выплюнул: такое ничтожество, как ты, все равно не поймет. Презрение в его взгляде и голосе было столь неприкрытым, что пробирало до самых костей, и даже безликий Бай, кажется, невольно повысил голос, переспрашивая: как? Ты меня назвал? Селянь перестал обращать на него внимание и спокойно повернулся к людям. Просто проткните меня мечом, и все. Я не умру, вы же сами видели за эти 2 дня. Но один человек может нанести лишь 1 удар. Паниковать не стоит, слушайтесь меня. А кто начнет лезть без очереди, того я первым же и побью. Поверьте мне, я одной рукой могу избить целую 100. Безликий демон не вмешивался, только стоял и холодно посмеивался в стороне. Принц чуть сжал кулаки в ожидании режущей боли и сказал сам себе в душе: «Ничего, тебе уже столько раз было больно, скоро привыкнешь». Но за секунду до того, как черный клинок вонзился ему в живот, кто-то со звоном выбил меч из руки мальчика. Селянь не дождался боли, но зато дождался звонкого. Так нельзя. Он рывком вскинул голову и увидел, что меч выбил тот самый продавец воды. Стоя в толпе, мужчина не мог больше смотреть на происходящее и поэтому решил вмешаться. «Послушайте, правда ведь, так нельзя, вам не кажется? Вы посмотрите, у него весь живот в крови. Неужели он в самом деле не умрет? А даже если и так, кровь ведь все равно потечет». Отец мальчика удрученно замямлил. Но жена лавочника вновь принялась незаметно тянуть мужа за рукав, но тот обернулся и шикнул на нее: «Да не дергай ты меня, потом поговорим». Затем продолжил, обращаясь ко всем: «К тому же, мы ведь не знаем, поможет ли это защититься от недуга. Может, все-таки не стоит его ранить». Отец ребенка указал на небо, но ведь вот-вот ребенок на руках отца заплакал, и лавочник тут же указал на мальчика: «Вот, погляди, погляди. Заставляешь сына протыкать мечом людей». Он от страха даже расплакался. Ребенок, заливаясь слезами, выронил меч на землю. Наверное, мальчик даже не понимал, чего от него хочет отец, просто очень испугался. Так вся решимость мужчины окончательно испарилась, и он вместе с ребенком вернулся в толпу. Еще несколько человек, которые уж было хотели выстроиться в очередь, увидев, что первого развернули назад, разумеется, не решились выпрыгивать вперед, но зато кто-то из них воскликнул: «Ты что, не слышал, что он сказал? Поветрие ликов вот-вот обрушится на нас. Он — дух поветрия. Это он наслал беду на наши головы», — лавочник возразил. «Но если он правда дух поветрия, он бы не предложил нам такого способа спастись, верно? Кому-то надоели его отговорки. Ты сам сказал, что он добровольно на это пошел, так в чем проблема? Ты что, хочешь, чтобы мы все тут погибли? Иди лучше продавай свою воду». Обычно так и норовил обвесить покупателей, а теперь строишь из себя праведника. Жена лавочника, которая все пыталась незаметно одернуть мужа, тут же подскочила как ошпаренная и с красным лицом разразилась бранью: «Да чтоб тебя, пес паршивый, кто здесь кого обвешивал? А ну выкатывайся сюда и скажи это еще раз». Крикун тут же спрятался за чужие спины. А лавочник, раскрасневшись и вытянув шею, продолжил: «Я вам так скажу. Добровольно он вызвался или нет, это его дело. А сделаем ли мы, как он говорит, уже наше дело. Это ведь настоящее убийство.
Если бы я хоть стакан воды ему протянул, может, и захотел бы взять меч и попытаться. Но ведь я ему не помог. А кто из вас помог? Мне просто совесть не позволит так поступить.